The sense of I am is the sense that I exist. Чувство «я есть» — это чувство того, что я существую. The sense of authorship attaches itself to the sense of I am. Чувство авторства, оно присоединяется к этому чувству «я есть». We can say that it hijacks it or takes it over. Мы можем сказать, что оно как бы похищает или захватывает его. And in a sense, it is a perversion of the I am. И в каком-то смысле это чувство, оно извращает это чувство «я есть», искажает его. Because the sense of I am is that I am as part of a vastness. Потому что это чувство «я есть» — это как раз чувство того, что вот я есть, я являюсь частью такой вот чего-то большого. But when this I am is taken over by the sense of authorship, Но когда это чувство «я есть» захватывает чувство авторства, then the I am becomes isolated. тогда чувство «я есть» становится изолированным. The I am is now an independent I amness. И это «я есть» теперь становится таким независимым «я есть». So it truly becomes something else entirely. То есть оно как бы становится чем-то совершенно другим. And the teaching points to the fact that this sense that I am a limited, independent entity is false. И учение наказывает на тот факт, что это чувство того, что я являюсь таким маленькой независимой сущностью, что это чувство ложно. Можно ли сказать, что чувство «я есть» — это чувство, которое является феноменом среди других феноменов? Can we say that this feeling of I am is a phenomenon among other phenomena? А чувство Yes. ложного авторства это сейчас то, что требует защиты и такое сжимает чувство «я есть». And can we say that the false sense of authorship is something which requires protection and something which sort of like constricts the sense of I am Yeah. На физическом уровне. on a physical level? Absolutely. Да, безусловно. Окей. Я попозже вопрос задам, я подумаю, как его сформулировать. I'll ask the next question later. I'll think about it. Please, yes, let it settle. Да, конечно. Я посмотрю сейчас. But it is clear that you understand these pointers. Ну, вы понимаете эти указатели. And by letting it settle, then what the pointers are pointing to may reveal itself. И когда вы, когда эти информации настоятся, то то, на что указывают эти указатели, возможно, проявится. Ну, можно я тогда постараюсь во время рассуждения задать вопрос сейчас? I'll try to ask the question now as I speak, as I try to speak about this. Когда я познакомилась с вашим учением, When I got acquainted with your teaching, я практиковала сначала на ментальном уровне, ну, то есть я согласилась сначала на ментальном уровне, I agreed with it first on a mental level, что нет делателя. that there is no doer. А потом я увидела это на каком-то другом, на чувственном или на энергетическом And then I уровне. saw it at some other level, at the level of the senses or at an energetic level, I don't know. Что я появляюсь как делатель, как функционер. That I appear as the doer, as the functioner. И мне очень понравилось, что вы назвали именно чувством ложного авторства. And I like very much that you called it the false sense of ownership. No. No. А как? That is, what you are describing is the arising of the I am.
То, что вы описываете, это возникновение этого чувства «я есть». The I am does things. «Я есть» делает. It is the instrument of doing, Это инструмент делания. a phenomena of experience. Это феномен. It is when this is claimed by the sense of authorship, then it becomes something else. А когда его присваивает себе ложное чувство авторства, тогда оно превращается во что-то другое. Да, ну есть прямо вера в то, что я функционер. Yes, but there is the trust in the fact that I am the functioner, Которое отражается в таком вот неприятном чувстве. which is reflected in this unpleasant feeling. I don't understand. Я вот не очень понимаю сейчас. С одной стороны, есть понимание, что все происходит. On one hand, there is the understanding that everything happens. С другой стороны, постоянно я возникаю как делатель. On the other hand, I always appear as the doer. Okay, now in my teaching I make a distinction between the doer and the author. В своем учении я очень разграничиваю делателя и автора. This is the crucial distinction in this teaching. В этом учении это самое главное отличие. Окей. Хорошо, давайте поговорим об Yes, этом. can we talk about it? Certainly. Безусловно. So, the arising of the sense that I am someone Вот возникновение этого чувства того, что я есть кто-то, as a human, you do things. вот вы как бы человек, вы что-то делаете, вы делаете. Да, конечно. So, Да. and there is the awareness, I am doing them. И есть осознание того, что вот я это делаю. Да. That what you're doing and I am doing are different. И то, что делаю я, то, что делаете вы, это разные действия. So this is the fundamental building block of human interaction. И это основа человеческого взаимодействия. When this doing is taken over by the sense of authorship, Когда это делание присваивается чувством авторства, then there is the sense that I am doing it, тогда появляется чувство, что я это делаю, and the doing is my authored doing. и это делание является моим деланием. Я являюсь автором этого делания. So in this teaching, we take the doing and we split it up. И в этом учении мы берем делание и разделяем его, If necessary. если это необходимо. То есть есть претензия на то, что это я делаю. So there is like this claim that it's I who is doing it. This is the I am. I am doing it. Да. Это я Вы есть, я разделяете- это делаю. Окей. Так, просто в терминологии понять. Окей, хорошо, я сейчас подумаю. Yes, Еще? I'll think about it. Okay, but where the problem you're probably experiencing lies is in the intertwined claim of authorship with the doing. Вот, где, возможно, в чем лежит ваша проблема понимания, это в том, что вот в вашем понимании очень связаны друг с другом, переплетены делание и авторство. And so that when you look at the doing, И поэтому, когда вы смотрите на делание, you don't realize that entwined with that is invisible to you the sense of authorship. и когда вы смотрите на делание, вы не осознаете, что к этому деланию там присоединилось ложное чувство авторства, которого вы не видите. And so some part of you feels this isn't right. И поэтому какая-то часть вас ощущает, что это неправильно. And the tendency is to try and throw out the whole thing.
И есть такая тенденция тогда попытаться вообще всю эту конструкцию выкинуть. Say, I'm not the doer, it is consciousness or God or the source which is the doing. И начать говорить, что это не я делаю, это вот Бог или сознание или источник все делает. And this leads to all kinds of problems. И это ведет к самым разным проблемам. Но чувство авторства присоединяется не только к деланию, а ко многим вещам. But the sense of authorship adds itself not only to doing, but to a lot of other things as well. Well, doing is the umbrella. Делание это как такой... So not just action, thinking, feeling. То есть это не только к действию, это также к думанию, чувствованию. I was reading the book about the 12 steps last night, Yes. and I think I'm at a stage where, as you describe in the book, I'm partially recognizing that I'm powerless. Yes. At the same time, in your case, it happened almost instantaneously, this recognition that you're powerless. No. No. А можете на русский, простите? Да, я сейчас переведу, я просто... Я вчера читала книгу по 12 шагам, и я сейчас нахожусь на этапе, когда я частично осознаю, что я беспомощна. И, как я понимаю, в случае Уэйна, это осознание произошло одномоментно. In my case, I got a glimpse that I was powerless. В моем случае я так увидел на секунду, что я безсилен. But it was not, it was mostly intellectual at that point. Но в тот момент это было в основном на интеллектуальном уровне. I knew I was powerless over alcohol. Я знал, что я бессилен перед алкоголем. This I was convinced. В этом я был абсолютно убежден. And this was essential for me to go on. И это был необходимый момент для того, чтобы я мог пойти дальше. The second half of the first step, whereas my life is unmanageable. Вторая часть первого шага гласит, что я не могу сам управлять своей жизнью. I would say, yes, I think that's true. Я бы сказал тогда, да, я думаю, что это правда. But it wasn't here. Но я этого не чувствовал. The next 10 steps Следующие 10 шагов is to bring that sense of powerlessness from here to here. нужны для того, чтобы перевести это чувство безсилия из головы в чувство. And the 12th step, the last one, is 12-й шаг. having had a spiritual awakening Это там, где написано, что когда у нас произошло духовное пробуждение, as the result of the previous steps. в результате всех предыдущих шагов. The spiritual awakening is to recognize here I am completely powerless. Духовное пробуждение состоит в том, чтобы ощутить своим нутром то, что написано в первом шаге, что я совершенно безсилен. So it's a big circle. То есть это как такой большой круг. In the 12th step, you come back to the first. I am powerless, После 12-го шага мы как бы возвращаемся к первому. and my life is unmanageable by me. Когда мы понимаем, что мы бессильны и что я не могу управлять своей жизнью. So you just linger in this process for a while, whilst you're waiting for a happening of a spiritual recognition. То есть в это время мы ждем, пока духовное осознание с нами случится. No, in that model, you're not lingering waiting. You're doing things. You're doing those intermediate steps. Нет, вы не сидите и не ждете, вы следуете этим шагам, вы что-то постоянно делаете, то, что в них написано. There is action to be taken. Там везде написано, что нужно какие-то действия предпринимать. And the action is taken by me as I see it, as me, as my ego, or, right? In Russian, please. И
в это время я, как я себя сейчас осознаю, как эго, я делаю эти шаги. Well, that is the question that all of this action raises. Именно этот вопрос и поднимают все эти действия. Who is this you that is performing the action? Кто это я, который делает все эти действия? What is the nature of this you? Какова природа этого я? Are you an independent entity capable of authoring this action? Вы являетесь независимой сущностью, которая способна быть автором всех этих действий? Or are you an instrument through which a power greater than yourself is functioning? Или вы являетесь инструментом, посредством которого действует сила, которая больше, чем вы сами? This is a torturous process. It's like I'm talking to myself and I'm answering by myself on my questions. Это очень неприятный процесс. Я сама с собой разговариваю, задаю вопросы и отвечаю на него. The process can be torturous and agonizing, yes. Этот процесс, да, может быть очень мучительным и болезненным. Because the foundation of your world, since you were 2 years old, is being questioned. Потому что фундамент вашего мира, то, на чем основывался ваш мир с тех пор, как вам было 2 года, теперь ставится под вопрос. Можно я добавить? Can I ask a question? You certainly can. Чувство ложного авторства и чувство «я есть». The false sense of authorship and the sense of I am. Когда чувство ложного авторства поглощает, приседает, притязает When the false sense of authorship claims. На чувство. И как происходит механизм растворения веры, или чувства ложного авторства? Когда оно присоединяется? Как происходит вообще механизм растворения чувства ложного авторства? А что значит Какие растворение? практики? Присоединение к я или когда оно уходит? Просто отдельный вопрос, забываем предыдущий. Как происходит растворение чувства ложного авторства? So the question is, how does the dissolution of the false sense of authorship happen when it dissolves? You want to know the mechanism? Конечно, чтобы контролировать и сделать. Сегодня об этом говорили. Да, у меня просто не было вчера, поэтому я догоняю. He said we've been talking about it for the past few days. She said I wasn't here yesterday. Скажите, я есть вечно, то есть после реальной физической смерти я есть остается? Is I am eternal? After the death of the physical body, does the I am remain? There is no such thing as the I am. Нет такой вещи, как я есть. It does not exist. Ее не существует. It is a concept we use to point to something. Это концепция, которую мы используем для того, чтобы на что-то указать. So it doesn't exist in the first place, so it can't exist after you're gone. То есть оно изначально не существует, поэтому оно не может существовать, когда вы умрете. What it is useful for only is to point you back to what are you. Оно полезно только для того, чтобы постоянно указывать вам на то, что вы, чем вы являетесь. То есть указатель указывает на то, чего нету. So the pointer is pointing at something which does not exist.
Он что, меня обманывает, этот указатель? Is it like, so, does it, is it cheating me, this pointer? Maybe, Возможно. maybe this is just a big game to cheat you. Может быть, все это просто большая игра, чтобы вас обманывать. А то у меня The уже- entire universe Вся Вселенная, is conspiring to cheat you. она вот сговорилась для того, чтобы вас обмануть. Да, так вот. Yes, I have this feeling. Сговор мировой. It's like a world conspiracy. Yeah, Да? I А мама understand. это начала. And you are so important that the entire universe is conspiring to cheat you. И вы настолько важный человек, что вся Вселенная сговорилась с целью вас Yeah, Это меня удивляет. Yes, this is what surprises me. I know. Я знаю. Я протестую. I protest. Oh, И вообще не стыкуется, я есть существование. Я существую, я есть, вот как-то у меня не стыкуются эти вещи. And these two things, I am and existence, they don't somehow seem to click, to go together. It's like existence and I am, and the way I see them, somehow they don't click. as concepts, they can click or not click. В качестве концепции они могут стыковываться или не стыковываться. But the concepts are not important. They're only pointers to point you back to your own experience. Но концепции, они не важны, они нужны только для того, чтобы постоянно указывать вам на ваш собственный личный опыт. That's their only value. Это их единственная ценность. И потом, если все одно, как я могу быть частью? And if everything is one, how can I be a part of it? How can you not be part of it? А как вы можете не If быть everything частью, is one, если все одно? how can you be apart from it? Как вы можете быть в стороне от этого? Это опять обман. It's another lie. Я вот считаю, что если все одно, I think that if everything is one, I can't be part of it. Okay. меня Whatever you want to think is okay with me. Все, что вы хотите думать, мне нормально, мне окей. Вам окей, а мне не окей. Then if you can possibly stop thinking and look into what you are. Тогда, возможно, вы можете перестать думать об этом и посмотреть в то, что вы есть, чем вы являетесь. These mental problems just create more intellectual problems. Потому что все эти ментальные проблемы, они просто создают еще больше интеллектуальных проблем. The only truth is to be found in what you truly are. Единственная истина может быть найдена только в том, чем вы являетесь на самом деле. У меня вчера был сильный опыт вечером, ночью. Yesterday in the evening, Я I had this strong проснулась, и у меня experience. все поднялось, вся моя жизнь поднялась и It's like I проскочила перед woke up and like my глазами. whole life И passed before кажется, my что eyes. этот океан штормит, And it seemed that there was like a storm in this ocean. и все поднимается из глубин. And everything is rising up from the deep. Было очень плохо. And it Я felt такая very себе unpleasant. печальная и протестую. And so I'm very sad today and I want to protest a lot. I'm sorry you had a bad night. Мне очень жалко, что у вас была такая непростая ночь. Что? Storm. If it were up to me,
all of your days would be beautiful weather. Если бы это от меня зависело, то во все дни вашей жизни была бы прекрасная погода. The sun would shine, the Солнце flowers бы would сияло, bloom, цветы бы распускались, no clouds. не было бы облаков, Everything perfect. все было бы совершенно. But it's not up to me, Но это не от меня зависит, and it's not up to you. и не от вас. Нет меня. Not me. Obviously not you. Совершенно очевидно, что не от If it was вас. up to you, you would do it. Если бы это от вас зависело, вы бы так и сделали. All your Да, days. я всю жизнь занимаюсь тем, чтобы вот облаков и шторма не было. Yes, all my life I've been trying to make it so that there would be no storms Of and no course. clouds. Да, конечно. Да, Я конечно. разочарован. And I'm very well discouraged. I'm glad. Я рад. Maybe you will surrender. Возможно, вы отпустите. А что отпустить? Let go of the storm. Let go of trying to control the weather. Отпустите попытки пытаться контролировать погоду. Я подумаю. I'll think about it. I mean, we laugh about it when we put it like this, we're trying to control the weather. Ну, то есть мы смеемся об этом, когда вот заходит речь о том, что вот мы пытаемся контролировать погоду, да? Because that's obviously ridiculous. Ну, просто совершенно очевидно, что это глупо. But part of you says, but I can control this. Да, но мы смеемся, но часть нас говорит, ну вот эту область я I могу can't control the weather, I can control Ну, this. конечно, погоду не могу, но вот это вот могу. And the teaching is pointing to the fact that it is all weather. А учение указывает нам на тот факт, что все это погода. Правильно я понимаю, что в этом мире все, что происходит, это концепция, абсолютно все. И наши Do I страхи. understand correctly that everything that happens in this world is a concept? We can say that, yeah. Можно так сказать? Абсолютно. И в том числе это понятие «я есть», это тоже концепция, поэтому она тоже как бы должна уйти, если уйдет. And even this I am is a concept which should also go. Oh, I'm not saying any of it should go. Я не говорю, что они должны уйти. The fact that it is a concept doesn't mean, for me, that it's bad. Тот факт, что это является концепцией, для меня это не значит, что они что-то плохое. Нет, это не плохое, просто слова. No, it's not bad, it's just words. No. Нет. No. Concepts may be expressed in words, Нет, концепции могут выражаться словами. but the concept is before the word. Но концепция существует перед словом. То есть до того, как было слово, уже была концепция. Перед. Интересно. Interesting that it's before. Yes. So, Нет, я не понимала. Изучение. А от страхов можно как-то избавиться? Can we somehow get rid of fears? no. Нет. But projected fear can disappear. Но проецируемый страх может исчезнуть, да. When that from which it arises is seen through. Когда мы видим, из чего он возникает, этот страх. Откуда? These are the kinds of, not the kind of fear when a dog jumps out at you and you are afraid.
Мы сейчас говорим не о том страхе, когда вот, скажем, на вас ваша собака набрасывается, да, вам страшно, вы отшатываетесь. But the fear of what will become of me, how will I cope? А страх того, что со мной будет, как я с этим справлюсь. This can and does disappear when you recognize what you truly are. Этот страх может исчезнуть, и он исчезает, когда вы осознаете, чем вы являетесь на самом деле. Не делатель. М? Не делатель. Not the doer. When you see what you are Когда вы видите, что вы есть, before the concept, вот, то, что вы есть до всяких концепций, then the fear has no place to arise from. тогда у страха просто неоткуда возникать. Я вчера, в общем, обнаружил то, что концепция о том, что я не автор, может быть способом для меня заключить сделку с совестью. То есть Yesterday I realized that this concept that I'm not the author can be a way for me to make a deal with my conscience. вначале я говорю себе, что если я сделаю какое-то плохое действие, я не буду автором этого. First, I tell myself that if I do some bad action, I will not be the author of this. Потом именно вот это осознание, оно служит стимулом к тому, чтобы я его сделал, потому Then что я как this бы буду безнаказанным. awareness stimulates me to do this. Просто думаете, что быть безнаказанным? Потому что думаешь, что смогу себя оправдать в итоге. Because I think that I will be able to justify myself. Потом я это делаю, If that works, do it. Если так у вас работает, так делайте. That would be great. Это было бы здорово. я хотел узнать, есть ли в моем, может быть, есть какое-то заблуждение у меня вот в этом понимании, которое у меня есть. So, И из-за этого я допускаю какую-то ошибку, может быть, так? so I wanted to ask, maybe I don't understand this correctly, and maybe I'm making some mistake in how I see this. I mean, this exact idea was presented to me a number of years ago in a talk I gave in Vienna. Эту же идею мне высказали много лет назад, когда я проводила сатсанг в Вене. It was Friday night, Была пятница вечер, people came, пришли люди, and there was a man and a woman who were sitting right in the front, и тут вот в переднем ряду сидели мужчина с женщиной, and almost immediately the man's hand went up, и почти сразу же мужчина поднял руку. and he says, "I'm so glad you've come to Vienna. Он говорит, я так рад, что вы приехали в Вену. I have followed your teaching. Я следую вашему учению. I think this idea of authorship is brilliant. Я считаю, что эта идея авторства, она гениальна. I've brought my wife here. Я тут жену привел. I've been trying to explain to her about this, И я пытаюсь ей все это объяснить, that I am not the author of my actions. что я не являюсь автором своих действий. And so, please, Пожалуйста, this is my problem. вот в чем моя проблема. I like to have sex with women other than my wife. Я люблю заниматься сексом с другими женщинами, не женой. And I try to explain to her that this is consciousness operating through me to have this desire. Я пытаюсь ей объяснить, что это сознание так действует посредством меня и дает это желание. So please, will you explain to her how this works? Пожалуйста, вы не можете ей сами объяснить, как вот это все работает? And I said, welcome.
И я сказал, добро пожаловать. Your husband is representing the teaching, Ваш муж вот так вот высказал, пояснил учение, but he has neglected one thing. но он тут упустил один момент. So, it is true. His actions, Действительно это так, что его действия, in fact, are the actions of the universe at large. действительно являются действиями к Вселенной в целом. And your reaction to his action is also a product of these same universal forces. И ваша реакция на его действия, это также является продуктом этих же самых вселенских сил. So if you don't like it, Поэтому, если вам не нравится, что он делает, it is consciousness operating through you to not like it. это сознание действует через вас, делая так, что вам это не нравится. If you decide that to take a lover of your own, Если вы решите сами завести любовника, this is the action of consciousness operating through you. таким образом через вас будет проявляться Вселенная. If you decide to leave him, Если вы решите бросить мужа, this is the movement of consciousness through you. таким образом будет действовать Вселенная через вас. If you take a gun and kill him, Если вы возьмете пистолет и убьете его, it is the action, the movement of consciousness through you to perform this action. это будет следствием движения Вселенной через вас, которое побудит вас так поступить. That is the pointer of the teaching. На это указывает это учение. I never saw either of those people again. Я ни одного из них больше никогда не видела. Отвечая на вопрос, чем я являюсь, что делать, когда нет ответа на этот вопрос прямого? Потому что When I ask the question, what am I, what to do when I don't get a direct answer to that question? есть мысли, есть There чувства, are some есть feelings, ощущения there в are теле. thoughts, there are sensations in the body. Есть ответа на вопрос? Нет. But there's no answer to the question. Пока так. This teaching does not tell you what to do. Это учение не указывает вам, что делать. Simply doesn't. Просто не указывает. We will see what you do. Посмотрим, что вы сделаете. We'll see what you do next. Посмотрим, что вы Say, сделаете oh, I don't have an дальше. answer. Вы говорите, у меня нет ответа. Maybe that propels you to look deeper. Возможно, это побудит вас заглянуть поглубже. Maybe that propels you to give up and go do something else. Может быть, это побудит вас бросить все это дело и пойти заняться чем-то другим. Go find a more satisfying teaching. И найти более удовлетворяющее вас учение. Get a copy of The Secret and begin to manifest your life. I don't know. Например, читать книгу «Секрет» и начать манифестировать свою жизнь, я не знаю. We don't know what will happen, what your response will be next. Мы не знаем, что случится и какой будет ваша следующая ответная реакция. And the teaching is not judging you and saying, this is what you should do and this is what you should do. Учение не осуждает вас, не судит и не говорит, что вот это вы должны делать, а этого не должны. So, you can relax. Поэтому можно расслабиться. Maybe. Возможно. At least you can't ruin the teaching. В любом случае вы не испортите учение. I can't relax. Then the teaching is
not saying that you should relax. И учение не говорит, что вы должны The расслабиться. teaching is saying, yes, in this moment, relaxation is not happening. Учение говорит, что да, в данный момент расслабление не происходит. There is an energy in you which is propelling you. Есть какая-то энергия внутри вас, которая вас куда-то двигает. And it is not your fault. И это не ваша вина. Извините, а можно попросить еще раз показать опыт с салфеткой, где там Тед вылазит из Вселенной? Can you show the napkin thing when Он it comes начинает out сверху. the universe? Возьмите видео, очень много. А это другое. Maybe after the break, I will do Возможно, после it. перерыва. We'll see. Maybe. Посмотрим. Но всегда остается надежда. But there is always hope. Unless you're feeling hopeless. Yes. Ну, кроме тех случаев, когда вы ощущаете безнадежность, Then there is no hope. тогда надежды нет. Даже тогда крупица остается, а вот Even then there's this раскрывается. seed of Что hope. сделать? Maybe like there's some opening, maybe there's something we can do. Yeah. Да? And that is the seed of the suffering, which is there even after you surrender. И это семя страдания, которое находится там даже после того, как вы отдадите себя. Кому? Surrender to who? Куда девается опыт каждого человеческой простой жизни, опыт, эмоции? And where does the experience of each life which we've lived go? This experience, the emotions, where does it all go? So this depends once again on what you are. Опять же, зависит от того, чем вы являетесь. If you are a droplet, a separate independent entity, Если вы капля, отдельная независимая сущность, then the question is, when this thing dies, тогда возникает вопрос, когда вот эта вот капля умрет, what happens to the content of this thing? что происходит с содержимым этой капли? And there are all kinds of models for И that. есть очень много моделей, которые об этом говорят. The Judeo-Christian one is, if you're good, you go to heaven. If you're bad, you go to hell. Христианская иудейская концепция гласит, что если вы себя были добродетельными, пойдете в рай, если нет, то в ад. If you're Tibetan, they have a map. Если вы тибетец, у них там есть целая карта. It goes, and you can track it on the map И where it можно goes. прям по карте проследить, куда пойдет. Получается, каждый человек – это тень сознания. So it turns out that every person is a sort of, it's like a shadow in a consciousness. Привлекаете, ну как, внимание теней. I wouldn't say a shadow. Я бы не сказал, что это тень. That is why I like the metaphor of the wave, Поэтому мне так и нравится метафора волны. in which the consciousness is the ocean, and each of us Сознание — are это океан, waves. а все мы волны. You say, what happened to this shape, the content of this shape of the wave, when the wave is no more? И тогда получается, что мы спрашиваем, а что произошло с этой волной, вот содержимым, который наполняет форму волны, когда волны уже больше нет? Where did it go? Куда она делась?
It just went down. It didn't go anywhere. Она никуда не ушла. It's still Она there. никуда не делась, она все It еще was там. always there. Она всегда была там. So that is why in this teaching we say if you can recognize what you truly are, Поэтому мы говорим в этом учении, что если вы можете осознать, что вы есть на самом деле, then all of these questions of what will become of me and the content of me тогда все эти вопросы о том, что же произойдет со мной и вот с содержимым, are answered in the recognition of what you are. на все эти вопросы уже появляется ответ, когда мы осознаем, кто мы есть. Shall we take a break for 20 minutes? Перерыв на 20 минут.